пошла капля. Вот она, сейчас с кирпича упадет. Опа, потекло в печку. Всем привет! Сегодня будет обзор. Обзор вот этой вот моей печи, в которой я плавлю алюминий и пытался плавить бронзу. И обзор горелки моей. И сейчас по-быстрому, наверное, сначала покажу, на что она способна. И сам проверю. Вот этот кусочек чугуна, это осколок от колуна. Дрова рубил, лопнул он, чугунный. Вот. На канале Мехамозг Евгений расплавил чугун такой горелкой и отлил. Вот и я попытаюсь его не расплавить, я попытаюсь его хотя бы показать вам и сам посмотреть, до какого цвета раскалится чугун. Ну, где-то на задворках все-таки моего затылка есть надежда, что он поплывет хотя бы. Евгений плавил природным газом, у меня сжиженный. И поискав информацию в интернете, все-таки узнал, что природный газ дает немного большую температуру. Поэтому расплавить чугун не знаю. Навряд ли, но попробуем. Тем более на улице холодно, ветер. И когда сейчас буду там греть, болтовни не получится. Просто покажу вам, на что она способна. А дальше уже будем разбирать. Чертеж покажу, по которому я делал. Покажу горелку, которая не удалась. Первая рядом вот лежит маленькая. Так, ну и все. Сейчас на печку разжигаю ее и пробуем, что сделается с чугуном. Зарядил горелку, зарядил чугунку. Постарался горелку направить ровно в чугун, чтобы грело в нее открытым огнем. И теперь поджигаю. Пока наблюдать нечего. Прошло 5 минут, пока вот так. Пока стоит чугун. Держится. Будем ждать. Вам должно быть видно, да? Что-то начинает кипеть на чугуне. Если фокус поймает. Как-то так. Возможно, и получится расплавить. Ребята, чугун поплыл. Я уж не знаю, покажу ли. Потом покажу. Вон он. Снизу пошла капля. Вот она, сейчас с кирпича упадет. Опа, потекло в печку. Все, наверное, прекращаю я на этом. А то я сейчас печку залью чугуном. Слушайте, ну получилось, чугун плавится. Смотрите. Вот он, родненький. Нормально, в печку не протек. Он на шамотном кирпиче остался. Не стал я его дожигать, а то, думаю, сейчас между шамотами затечет. Потом придется печку разбирать всю. Всего, сейчас остужаю печку. Остынет вот эта отливка первая чугунная. И начнем разбор. Вот он. Вот он, первый мой расплавленный чугун. Теперь, наверное, я могу сказать, что день металлурга — это мой день. Слушайте, ну получилось же. Вот так он поплыл. Колунчик этот ровно поплыл, как будто его обрезали. И внутри, смотрите, шишка надулась. Видать, его пленка какая-то оксидная держит все-таки. Наверное. Это же... Да, это металл. Да, металл. То есть он просто сверху вниз поплыл и здесь еще держался, получается. Какая-то пленка оксидная его держит. Она, наверное, и кипела, вот эти вот пузыри все. Но все-таки с этого краю, вот он поплыл. И в итоге получилась вот такая плямба, которая утекла на дно. Смотрите, чугун.
чистенький, без дырочек, без порочек. Но только навряд ли у меня получится его отлить в тигеле. Мне надо будет переделывать печку. Потому что у Евгения с канала Мехамозг, у него печь устроена так, что горелка бьет сверху в тигель. То есть все равно прямым пламенем в чугун. А если через тигель греть, навряд ли чугун расплавится. Это надо будет что-то мутить, чтобы греть именно сверху. Так, ну все. Теперь обзор. Сначала печка, потом горелка. Печка — это бывший газовый баллон на 25 литров. От дна я совсем ничего не трогал. Отрезал верхушку, вот эту вот, которую сейчас просто поставил для вас показать. И вот здесь по шву разрезал так, чтобы шов остался сверху. Для чего, покажу чуть позже. Ну а сейчас на пол опущу и покажу внутренности. Вот так выглядит сверху газовый баллон. Я убрал вот эту штуку. Отрезал от нее вот такую вот ручку, приварил ее вот там вот сбоку. Ну, то это уже первый момент, когда я тупанул. Потому что у меня крышка открывается на бок. Надо было эту ручку варить вот здесь. То есть в тот момент, когда я поднимаю ее, чтобы нести, у меня и крышка сдвигается. То есть вот так. Я поднимаю, и она сдвигается. Это, конечно, не есть удобно. Ну, это ладно, небольшая проблема. Она легкая, считай, можно сказать, поднимаешь пустой баллон. Поэтому беру за дно, за ручку и уношу куда надо мне. Так, дальше крышка. Как я уже и сказал, срезал я ее со швом вот этим вот. Потому что, ну, уже резал баллоны и знаю устройство немножко. У них вот эта часть, она вставлена вот сюда. Вот сюда. И получается, что вот здесь ободок у меня остался. Этот ободок как раз держит вот эту вот нержавейку. Это с барабана стиральной машины, автомата. Центральная часть. Он сюда вставился, он хорошо. И держится, и вату держит. Если бы я вату покупал 50 мм, вот этой вот байды уже не надо было бы. Потому что 50 мм толстая, она тут будет держаться сама. Баллон разрезан. Все, есть. Дальше взял вату керамическую, огнеупорную, 1260 градусов. Купил я ее вату для пробы 13 мм толщиной, поэтому мне пришлось ее обматывать дважды. Тут два слоя ваты. Длина окружности внутри баллона ровно метр. Ну, по рулетке, во всяком случае, метр показывает. Вот, два слоя пришлось укутать. Ну, я еще раз повторю, что когда с ней что-то приключится, сделаю 50 миллиметров. Чтобы один слой, она, во-первых, жестче будет стоять, во-вторых, я думаю, надольше хватит. И у нее внутреннее пространство станет меньше. То есть, если по 50 сделать с двух сторон, сейчас тут внутреннего пространства много сильно. Так, сделал два слоя. Из остатков, которые остались, вырезал один круг на крышку, поставил. Другой круг на дно постелил. И взял шамотный кирпич, вдоль разрезал, сложил две половинки вот так вот, и на них нарисовал максимальную окружность. Тоже вырезал болгаркой это все дело, диском алмазным. И уложил туда этот круг. Ну, два полукруга получается, на дно стали. Они как раз и прижали там вату, и шамот внизу не помешает, думаю. Когда я вас спрашивал в одном из видео, как устанавливать вот эту трубу входную, то есть ровно или наискось, мне один из зрителей написал, ну все вы, в общем-то, сошлись в одном мнении, что нужно наискось, чтобы тигель не прогорал сильно, чтобы его пламя только лизало чуть-чуть краешком. Но один из зрителей написал, что если сделаешь край это наискось, тогда, возможно, будет выдувать вату. То есть пламя будет бить в вату и будет выдувать вату. Именно для этого я все-таки каркас сделал с нержавейки. Но нержавейка сыпется. То есть после каждой плавки, смотрите, сколько мусора внизу. Вот она до плавки чугуна была чистая. И вот смотрите теперь, сколько нержавейки обсыпалось. То есть это тоже вариант такой временный. Еще раз повторю. Вот, зная уже, как она работает, теперь уже я знаю точно, что не надо жалеть на вату. И 50 мм будет просто отличнейший вариант.
Ну, правда, за счет того, что сейчас большая у меня тут здесь свободное пространство, я тигель могу куда хочу ставить. То есть могу прям на пламя поставить, могу в бок убрать, смотря что плавлю. Так, ну а из-за того, что здесь вот этот круг из ваты тонкий, 13 миллиметров, один он получился из мотка. И из-за того, что он, то есть один я рулон положил, и под него напихал все обрезки, которые были у меня с печки. То есть все забил, потом положил круг этой ваты и сверху придавил нержавейкой. Вата держалась сначала. 2 плавки она выдержалась сама, без нержавейки, я сюда ничего не клал. Но после второй плавки она у меня один раз провисла. И я решил, пока она у меня не упала прям туда, в тигель, в огонь, все-таки чуть-чуть подстопорить ее. А крепление крышки. 2 втулки приварены. В одной втулке резьба, в другой свободно. То есть вот этот шток, он ходит туда-сюда. На резьбе крутится. И здесь ограничитель. И на крышке тоже втулка приварена. Вот таким образом. То есть она теперь на этот ограничитель ставится. Показал. Вот так вот на ограничитель ставится. И теперь по мере закручивания или откручивания винта я могу регулировать вот здесь зазор. То есть вот сейчас она плотно, видите, она плотно ставится. Главное, тут еще режем же болгаркой, не в станке, баллон. Поэтому чуть-чуть где-то наискось перекосы все равно будут. Хоть и резал по шву, ну чуть-чуть будет все равно где-то щелки. И поэтому перед тем, как варить вот эту втулку, нужно совместить крышку с баллоном основным ровно тем же местом, где, ну как отпиливали. Здесь ориентир есть, вот он шов на баллоне. И здесь внутри тоже видно этот шов. То есть он совмещается, и потом, когда ровно устанавливаете вот так, тут уже щелей нет. А дальше, я же говорю, вот тут выкручивая, закручивая винт, крышка опускается, поднимается, как вам надо, как удобно. Все, наверное, тут по печке рассказывать нечего, этих печек в интернете кучами. Давайте до горелки. Так, теперь по горелке. Вернее, даже по горелкам. Вот она моя рабочая, и вот она рядом лежит, самая первая моя. Я ее делал примерно месяц назад. Делал полностью по размерам. Ссылку на картинку с этими именно размерами оставлю. Но у меня она не получилась. Не знаю, возможно, сейчас кто-то увидит, скажет, делал по таким размерам, все хорошо работает. Во-первых, по размерам с интернета она получается очень маленькая, не для моих целей. Это так, в химическом тигле поплавить, в химической посуде. Вот. А во-вторых, она... Здесь реактивное пламя возникало, не всегда часто сбивалось, срывалось, и пламя переходило сюда внутрь. То есть она вся всегда горячая была. И мне она быстро не понравилась, экспериментировать я больше не стал, и я ее просто выкинул. Вот так, металлолом. Но потом, после того, как сделал печь, вы начали мне писать, что теперь делай инжекционную горелку. И я опять загорелся. Взял вот этот чертеж, я на него ссылку еще оставлю. Сейчас я... Ставьте на паузу, смотрите. Что, вверх ногами сюда? Он грязный, потому что он рабочий, потому что я его делал. Вот так вот. Вот только эту воронку я не стал делать так вот по этому рецепту. Я просто сделал... Ну, дальше покажу, ладно. Короче, ее вот так заворачивать я конус не стал. Теперь, вот эти все размеры, которые есть, я увеличил на 2 миллиметра. Потому что делал с трубкой 20, видели, да, какая получилась горелка. Думаю, ну на 2 миллиметра прибавится, ну что это будет, 22 трубка. И сделал 24. И она получилась уже... Так, все, думаю, тут понятно, да, на паузу поставили и посмотрели. Или перерисовали, если хотите. И получилась она уже вот таким размером. Это размер уже более-менее подходящий, жарит она хорошо. Здесь кран, вот это все, это я рассказывать не буду, это потому что тут на свое усмотрение. Берем любой кран, хоть с китайской горелки готовой, с магазинной. Главное, жиклер меняем. Жиклер замерить я ничем не могу, с газовой плиты стоит.
Ну, около миллиметра он, наверное, да. У меня даже сверла миллиметрового нет, чтобы замерить. Короче, жиклер не маленький. Так, дальше по самим трубкам вот этим вот. Всегда я вот первую горелку делал, вторую, плясал от самой такой, скажем, трубки, которую трудно достать. Ну, то есть, например, трубки нужны разным размером. Мне нужна, например, вот там была 20-я внутри. И вот у меня все трубки легче было, короче, подвести к 20-му размеру. Вот ту я делал горелку именно, когда трубку взял 20-ю трубку и от нее уже наращивал трубы. Здесь, в этой горелке, мне самое трудно было найти вот эту трубу. И поэтому я уже плясал от нее. Поэтому я увеличил на 2 мм все размеры с чертежа. Взял с вилки передней амортизаторной ижака, мотоцикл Иж. Она внутри 38 мм. По чертежу 36. Здесь она 38. Вот от нее я уже и плясал. Разрезал на 6 частей. Ну, размечал в станке, в токарном, чтобы ровно было. Разрезал сюда 6 частей и сюда 6 частей. И сваривал. Конус делал. Под размер уже подгонял, который в чертеже. Эту трубку мне пришлось протачивать уже внутри, 24 делать. Я уж не помню, сколько она у меня была. 24 я сделал, по чертежу 22. Вот. Короче, я вот так вот пропорции увеличил. Я просто все на 2 мм. И диаметры, и длину. Все увеличил на 2 мм. И ничего, оказалось, все работает. Ну, здесь кольцо 7 мм, по чертежу 5, по-моему. Да, по чертежу 5 мм, здесь 7 мм. Вроде как для стабильности пламени. Ну, я же говорю, по этим горелкам тут рассказывать нечего. Их множество в интернете, и у всех они работают, все нормально. Единственное, первое почему-то не захотело работать. Здесь также кран этот воздушный, шайба с гайкой. А теперь то, что я сделал. Забыл рассказать про конфузор, по-моему, правильно он называется? Диффузор здесь, здесь конфузор. Вот, как ее делал, воронку эту. Так как я уже сказал, что вот это вот заморачиваться я не стал, сворачивать такой конус. Просто взял трубу внутренним диаметром 46, сколько, 44. Тут 42 диаметр, значит взял 44. И также 6 прорезей сделал. И потом сгибал, подпиливал, сгибал на конус, подпиливал, пока не сравнялось с диаметром, который мне нужен был. 24 миллиметра. Все как свелось. То есть здесь стало 44, здесь 24. Проварил и приварил. Вот и весь конфузор. Так, дальше без штатива покажу, чтобы перед лампочкой. Так вот, один человек мне посоветовал сделать там типа лопастей внутри. Это якобы для того, чтобы, во-первых, смесь газа воздушная закручивалась на выходе. И во-вторых, защита от инфракрасного излучения из печи. То есть как бы она не дула, а излучение инфракрасное будет греть всю горелку, вплоть до жиклера. И сейчас покажу на макете, как я это сделал. Правда, он мне советовал делать, ну сейчас расскажу. Так, вот эти лопасти вставлены вот сюда, здесь самый большой диаметр, внутренний 38. И я взял трубу, которая уже по внешнему диаметру 38, тонкостенную. Свернул ее вот таким, ну свернул, в смысле взял трубу и на станке разметил ее вот таким образом на 12 частей, прочертил, чтобы ровные были. И дальше мне вот этот человек советовал, чтобы вот эти вот все лопасти завернуть друг на друга, ну елочкой получается. Внутри, говорит, даже можно сваркой капнуть, чтобы внутри отверстия не было совсем. То есть лопасти друг друга перекрывали, чтобы. И чтобы здесь между лопастями был зазор миллиметр. Ну так как это все сварено, то есть получается на ошибку у меня права не было. Потому что в другом случае пришлось бы потом разрезать ее. Я что-то побоялся делать такие зазоры миллиметровые. И сделал то, что я вам показал. Ну а сейчас разрежу вот и покажу, как я сделал. Как я уже сказал, побоялся, что газ не будет проходить. То есть тяги не хватит, чтобы через миллиметровые щели вся эта смесь проходила. И я сделал вот так. То есть через одну лопасть я вырезал. И потом их уже начал заворачивать. Сейчас заверну, покажу, что получилось. Макеты делать с тетрадного листа, то еще удовольствие. Ну вот, примерно вот так вот. То есть одна
ложится на другую, вот так вот и по кругу они перекрывают. И так, как же еще показать? Вот эти вот краешки чуть-чуть вывернуты вот так. Ну, то есть для создания еще большей турбулентности. Вот такое незнакомое для меня слово. Вот. И сейчас я еще попытаюсь горелку на свет вынести на улицу. Может, будет лучше видно, как она там действительно устроена. Возможно, я не спорю, спорить, вернее, не буду с вами. Возможно, это вообще все Филькина грамота, и оно на самом деле ничего не дает. Может, она и так будет работать. Да, еще. Я вот эту вот, именно для такого случая, если она не будет работать, разрезал трубку полностью вдоль и вставил. На тот случай, если при первом вот эксперименте бы не получилось, не горело бы, я бы ее пассатижами согнул бы, внутрь скрутил бы и вытащил. Но она работает, и поэтому убирать не стал. Короче, даже если от нее толку нет, она все равно не мешает. Горелка горит хорошо. Но сейчас покажу на улице. Так, ну как смогу, так покажу. Вот, смотрите. Вот так оно и устроено. Загнуты наискось и еще и повернуты носики слегка. Думаю, кто захочет сделать, понятно. И вот как раз вот в этом месте, вот, смотрите, она даже где нагревается, а дальше все ржавое. Хотя у меня вот так вот выглядывало еще из печи, то есть вот здесь вот это в горячей трубе находится, и даже ржавчина не сошла за сегодняшнюю плавку. Она действительно тут не греется совсем. Да и в одном из видео я показывал, когда она горит, я вот здесь держусь рукой запросто, она холодная. Ну вот такое сегодня кино. Может, где-то сумбурное было, где-то сбивался, путался. Но в основном я донес вроде идею свою. Так, два чертежа я ссылки оставлю на оба чертежа. На тот, который делал первый, как он, на мой взгляд, не рабочий, и на рабочий. Ну и все, наверное. Давайте, всем удачи, всем пока. В пятницу плавим алюминий.